Всем привет! Вы на канале Начни вязать. Меня зовут Татьяна. Это канал по вязанию спицами и крючком. Присоединяйтесь, если вы здесь впервые. Продолжаю серию новогодних видео. Сегодня с вами прогуляемся по сайту Ravelry и посмотрим новогодние описания. У меня для вас 50 паттернов. Есть платные, есть бесплатные. Есть те, которыми мы будем только вдохновляться, есть те, которые можно скачать и по ним что-то связать. Ссылки на каждое я оставлю под видео в описании по порядку, как я вам показала. Ну и, конечно, буду комментировать каждый наш лот, смотреть, как его можно связать, какие-то мои мысли, может быть, подскажу вам, как это делается, несмотря на то, что описание будет платное. Итак, давайте начнем. Первое, что у нас с вами есть, это вот такая новогодняя игрушка в качестве Санта-Клауса. Описание платное. Девушка, смотрю, русскоязычная. Давайте зайдем на ее страничку на Ravelry, посмотрим. Вот, видите, у нее есть вот страничка в нельзяграмме, так что можно зайти посмотреть. Наверняка она там продает свои описания, есть какая-то ссылка. Так, вяжет игрушки. Посмотрите, какие игрушки бесподобные. В общем, я нашла вам дизайнера игрушек. Заходите, смотрите. Дальше. Снеговик. Снеговик как почтальон. Какая-то смешная у него шапочка, связана крючком. Опять же, описание платное. Давайте поближе посмотрим. Очень милый. Так аккуратно связан. Для вдохновения, как вариант, если вы умеете вязать игрушки, я, например, не умею, для меня это абсолютное волшебство. Так, дальше у нас плед, связанный крючком, связанный из квадратов, смотрите, квадраты, треугольники, снежинки, внутри звездочки. Как вариант можно взять, смотрите, картинку. Вот сколько у нас квадратов, причем тут есть половинки квадратов. У нас есть квадрат коричневое основание елки, у нас есть разные зеленые квадраты, которые вяжутся часть квадрат, часть половинка с белым, как елка. То есть, в принципе, да, мы можем представить, что у нас есть плед, определиться с размером, посчитать, сколько квадратов у вас будет в ширину. И от этого отталкиваясь, связать елку. Можно просто сделать елку. У вас будет просто бабушкин квадрат. Будет бабушкин квадрат, связанный двумя цветами. В одном квадрате половинка, например, белая, да, половинка зеленая. И вот таким образом сделать. Любую, я думаю, снежинку какую-то можно придумать, которую вязать в квадраты, сделать. Звездочка тоже по картинке, здесь связать ее абсолютно не проблема. Новогодний плед у вас будет. Дальше у нас вот такой вот венок. Что у нас здесь? Здесь у нас вязание крючком. Давайте смотреть, что есть. Итак, у нас с вами пластиковая основа, пенопластовая, скорее всего, обвязанная крючком. Так, есть что у нас? Есть вот такие листочки, грибочки, цветочки, шишки. Все это, вот видите, там такой вот грибочек, такой-то прям мухоморчик похожий. Разные варианты листочков, цветочков, которые связаны отдельно и затем просто, скорее всего, либо пришиты, либо посажены на термоклей. Вот. То есть можно навязать кучу каких-то разных мелочей. Опять же, у вас может быть это не только новогоднее что-то из разряда шишечек, да. Вы можете навязать кучу цветочков, листочков. Опять же, можно навязать просто, допустим, шары. Просто круглые шары. Набить их синтепоном разных оттенков, разных размеров и натыкать на вот этот венок. Почему бы нет? Следующий пункт, и тут, честно говоря, я немножко удивилась, когда стала искать. Это вот такие вот сосульки. И если вы давно подписаны на этот канал, то вы знаете, что мастер-класс на эти сосульки вышел у меня давно. Я их вязала абсолютно из головы, потому что в свое время у меня была очень любимая игрушка в детстве, такая советская, такая витая сосулечка. И мне захотелось что-то подобное повторить. И я связала, придумала, как связать и сделать. Так что мастер-класс я тоже вам оставлю. Кроме этого, который платный, я оставлю вам свой бесплатный мастер-класс. Вы сможете подобные снежинки, сосульки связать. Будет здорово смотреться из какой-нибудь пряжи с люрексом. Опять же, если вы не смотрели предыдущее видео с праздничной пряжей, обязательно посмотрите. Я тоже оставлю в описании или прикреплю вот здесь сверху ссылочку. Так, описание платное, но смотрите, давайте вдохновляться. Итак, у нас гирлянда из елочек. Елочки, смотрите, просто самые простые. Набрали снизу круг. Допустим, даже тут, наверное, сколько? 6 или 8 петель. Связали коричневым по кругу без прибавок. Потом перешли на зеленый и сделали
несколько прибавок расширения, связали, наверное, ряд прямо и затем потихоньку стали вязать убавление. Вот вам, пожалуйста, елочка. На нее связали кругляшки. Здесь просто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля, в нее 6 столбиков без накида, и все это закрыто. Все, наверх все это либо пришили, либо приклеили. И также связали просто бусинки, шарики, все это на ниточку нацепили. Проще простого. Можно использовать остатки, елочки небольшие, просто все свои остаточки сюда извязать. Получится радостно, красиво, в детскую. Здорово. Опять же, дизайнер Ольга Черемис. Русскоязычная наверняка. Давайте-ка зайдем. Так, сайта не указано, но смотрите, ох, сколько у нас здесь гномов. Гномов невероятное количество. Рекомендую зайти посмотреть. Так, елочка. В общем, описание платное, но, по-моему, мы с вами свяжем это просто без описания. Берем любую пряжу травка. Набираем так, чтобы получить дно нижнее, какое по диаметру нам нужно. И просто через, допустим, ряда 2, 3, 4, смотря от какую вы хотите елочку высокую. Если елочка будет высокая, то, наверное, через 4 ряда примерно убавлять. Если елочка поменьше, то можно через 2-3 ряда. Вообще она такая с конусом будет небольшая. Все, делаете убавки. Снизу донышко тоже можно кругом связать или крючком связать, набить ее, присоединить. Пожалуйста, ленточками, бусинками украсили, тоже будет очень быстро и очень радостно. Так, пошли у нас гномы. Гномы будут сегодня в разных вариантах. Вот такой прекрасный. Так, это у нас платное описание, да. Платное описание. Давайте просто посмотрим этого гнома поближе. Что у нас есть? Прекрасный гном связан крючком. Да. Связан крючком. Я думаю, основание здесь просто тоже вы набрали, связали круг какого-то нужного диаметра, потом просто связали вверх и наверняка постепенно вот здесь его уменьшили. Маленькие ручки. Шапочка. Шапочка связана, скорее всего, сверху вниз. Да, сверху тут сколько-то, наверное, петли, допустим, 3 набирают, постепенно прибавляют и, может быть, после вяжут рюшечки. Все, сделали бороду и маленький носик. В общем, я думаю, те, кто с крючком не первый день общается, вы сможете такое связать. Но у нас получился тут как будто бы гном и елка. Классно. Дальше плед. Плед это, по-моему, мозаичная. Это, скорее всего, мозаичная. Да, мозаика. Так, ну-ка, давайте посмотрим, если что у нас тут на сайте. Ох, какая красота. Ну да, описание платное, в бесплатном варианте нет. Так, ну, значит, мы с вами вдохновляемся. У нас вот эти норвежские мотивы. Я не вспомню, как называется, цветок какой-то или звезда. Используется пряжа, смотрите, секционная. Опять же, если вы понимаете технику вязания мозаики крючком, то здесь достаточно будет вам вот смотреть узоры, и по ним уже наверняка можно составить схему и все просчитать. Поэтому тут главное задаться целью такое сделать. Но смотрится потрясающе. Смотрите, такой же узор взяли центральный, я так понимаю, и сделали из него красивую салфетку праздничную на стол. Очень красиво. Да. Мозаика, красивая техника. Так, что у нас здесь? Маленькие рождественские шапочки. Так, описание тоже платное, значит, мы с вами смотрим и вдохновляемся. Так, что у нас тут? Простые шапочки. Судя по расположению крестиков, скорее всего, связано все это сверху вниз с прибавками. Опять же, остаточки пряжи можем использовать. Вот, пожалуйста, через 2 ряда поменяли цвет, сделали помпошечку. Получилась шапочка с короной. Простая красная шапочка. Интересная обвязка какая, смотрите. Так, елочка. Контрастная, опять же, ниточки. Так, и что? И пироженка. Прекрасно. И эти шапочки, смотрите, автор предлагает использовать для игрушечек. Но их можно использовать и как
елочные игрушки достаточно на верхушечку прицепить ленточку или веревочку, в общем, на елку. Почему нет? Так, дальше. Дальше у нас снова вязание крючком. И это у нас мозаика. Такая вот, я не знаю, как правильно ее назвать. В общем, штука на стол. Как правильно ее называется? Christmas table. Это не скатерть. Подскажите мне, если вы знаете. Я что-то потерялась, как это правильно назвать. В общем, такое украшение для стола, скатерть для стола. Очень красиво смотрится. Лаконично, опять же, да, у нас с вами однотонная пряжа. Не яркая. Елочки, снежинки. Красиво. Елочная гирлянда со звездами и с лампочками. Так, что у нас? Это у нас бесплатное описание. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Итак, на сайте на этом нам пишут, какие аббревиатуры используются вязальные. И у нас есть звезда. По рядам расписана. Опять же, если вы не новичок в крючке, то здесь достаточно просто просчитать все столбики, их очень хорошо видно. Но я думаю, мы еще не одну звезду с вами свяжем в других уроках новогодних. Так, и она у нас две части, и набивается все это синтепоном внутри. Так, дальше лампочки. Лампочки тоже по рядам прописаны. Тоже объемный, набиваем синтепоном. Получается прекрасная гирлянда. А здесь очень здорово, что вот автор продумал именно вот эти вот секции лампочки, как же они называются, да, цоколь. И смотрится прямо очень здорово, натурально, я бы сказала. Так, дальше. Снова гномы, эльфы, помощники Санты. Это у нас вязание крючком. Вязание крючком. Давайте посмотрим поближе этого гнома. Вот, вяжется он снизу вверх, набирается, видите, полоски, значит, разные тут. Отдельно ручки. Скорее всего, шапка вяжется отдельно и потом присоединяется. Ну, также борода и носик. В общем, гномы вообще в бесконечных каких-то вариантах можно вязать. И цветовых, и форменных. И всегда они выглядят очень мило. Так, новогодние шары у нас появляются сами в видео. Что у нас тут? Так, описание платное. Это у нас с вами ирландское кружево. Давайте будем смотреть. Ирландия — это, конечно, очень все ажурно и очень все красиво. Как видите, у нас шар стеклянный, он обвязан. Есть сетка золотая, нерегулярная сетка, скорее всего. И на эту сетку уже вот мотив у нас пошел с листочками. Вот тут у нас пошел цветок, который украшен стразами и бусинами. Очень красиво. Но это уже очень миниатюрное ажурное вязание. Тут, конечно, работы будет гораздо больше. Красиво. В наше видео врываются носки. Чем мне понравилось? Потому что здесь носки со снежинками. Конечно, снежинки можно найти в разных абсолютно вариантах, разные дизайны. У меня даже была шапка, где я тоже делала снежинки. Схема есть. На канале есть видео с шапка жаккардовая со снежинками. Вот оттуда можно взять схему. Я бы сказала, тоже все-таки какой-то новогодний аксессуар, потому что отдых, диван, плед, чай и носки теплые, красивые, новогодние. Так, что у нас с описанием? Ага, описание это идет в какой-то книге, так что мы с вами можем только вдохновиться. В общем, можно, кстати, на носках не только делать жаккард, что да, сложнее может быть, а просто связать однотонные носки, а потом взять, допустим, контрастную нитку, опять же, как здесь белую, и просто вышить эту снежинку. Это будет проще, быстрее, и уже будет без каких-то перевязов, или там, когда жаккард, это все будет стянуто. Вот так что такой вариант тоже можно рассмотреть. Так, идем дальше. Идем дальше, маленькие снеговички.
Описание платное, но мы будем просто смотреть и думать, как это связать. Итак, у нас вязание спицами. Вязание спицами, скорее всего, снизу набрали петли, чуть-чуть прибавили, потом вязали прямо, потом убавили. Получился у нас такой овал, я бы сказала, да, почти. На нем вышили ручки, вышили глазки, сделали носик французским узелком и вот такой маленький шарфик еще спицами связали. Миленько, очень миленько. Можно как игрушку придумать, можно как брелочек придумать. Варианты разные. Дальше у нас идет вот такой простой шар крючком. Почему я его вам хочу показать? Я его хочу показать вам как идею. То есть связать шар крючком на самом деле довольно просто. Мы набираем 8 петель в основании. Мы сделаем сколько-то прибавок, сколько мы хотим сделать ширину этого шара. Потом мы вяжем ровную секцию без прибавок. И потом убавки аналогично прибавкам. Столько же раз. И вот в эту секцию, которая вяжется у нас без прибавок, это, как правило, ну, если шар не очень большой, это может быть ну, там ряда 3-4, в зависимости от размеров, может, конечно, больше. И здесь можно подобрать любой узор, который будет раппортом сочетаться с тем, что у нас получилось. Допустим, мы связали 3 ряда, у нас 24 петли в последнем ряду. Вот какой-то раппорт, который на 24, там 4 или 6 или еще что-то. И можно провязать любой узор вот в этой серединке шара и потом закончить просто так же столбиками. То есть как идею вам дает этот шар, что в серединке вот здесь можно сделать все, что угодно. Можно связать полосатое в серединке что-то разное. Можно связать столбиками с накидом. Можно связать рельефными столбиками. Вариантов куча. Я просто не могла пройти мимо этой милой коровки. По-моему, она просто великолепная. Описание платное, но если вы любите вязать крючком, я думаю, это оно, если у вас есть возможность купить. В общем, коровка просто какая-то чудесная. Такая она, снегурочка прекрасная. Оставляю вам ссылки. Так, чем вдохновляемся? Вдохновляемся носком. Носочек для подарка. Как идея, смотрите, носочки можно вязать, конечно же, и крючком, и спицами в разных вариантах. Здесь он, видите, не стандартной конструкции, то есть у нас фактически здесь как таковой пятки нет. У нас есть, скорее всего, вязали, наверное, сверху вниз, то есть вязали по прямой, и потом вот здесь буквально вот как-то чуть-чуть это все. Чуть-чуть. Возможно, просто вот тут начали делать убавки, прибавки. Так мы, конечно, поближе разглядеть. В общем, главная суть здесь в чем? В том, что мы можем сделать интересный жаккард на простых таких носках. Однотонный, опять же, да, здесь вообще просто лаконичный, черный с белым. Это могут быть, опять же, елки, это могут быть снежинки, это могут быть какие-то вот эти вот норвежские вот эти вот звезды, что-то простое. И будет здорово смотреться, если у вас вот такие носочки для подарков есть в арсенале домашнем новогоднем, то да, если вы планируете их сделать. Кто смелый и не боится подурачиться, невероятная шапка-елка на голову. Опять же, описание платное, но мы с вами свяжем такое и бесплатно. Что у нас? Что у нас? Мы здесь с вами набираем крючком вот отсюда петли. Здесь у нас, скорее всего, резинка рельефными столбиками или резинка, которая вяжется поперек, вот так, рядами. Так, и потом у нас вверх. Тут узор какой-то рельефный, идет с убавками, и у нас вывязываются периодически шишечки. То есть, да, вот идет желтый ряд, и в этом же желтом ряду вывязывается шишечка. Можно вязать, кстати, просто столбиками с накидом, без накида. Можно связать рельефными столбиками и вот с такими шишками. Навязать кучу шапок и сделать смешную семейную фотосессию у елки в таких шапках. Так, идем дальше. У нас с вами снова прекрасный просто гном. Я смотрю, что написано, что тут будет доступно в покупке в 2023 году, но мы с вами ждать не будем. Давайте смотреть, как он вяжется. Я буду предполагать, а вы меня, если что, поправляете. Итак, это у нас гном, связанный спицами. Связанный спицами. Так, судя вот здесь по прибавкам, я бы сказала, что он вяжется сверху вниз. Скорее всего, здесь просто вот набор. Вяжется прямо-прямо.
голова, потом идут прибавления. Прибавления, скорее всего, идут вот здесь, бок и сзади бок. То есть итого 4 места прибавления. Тут даже можно вот посчитать, скорее всего, через 2 или 3 ряда. Раз, два, три, 4, наверное, 3-4 ряда прибавки. Довязали вниз. Вот здесь внизу как-то связали донышко. Если получилось что-то более-менее округлое, можно закрывать, наверное, в несколько рядов. Вот так. Так, отдельно, скорее всего, ножки связаны и пришиты. Они, возможно, связаны по кругу. Так, ручки, смотрите, ручка это просто айкорд. И оно там под шапкой где-то соединяется. Борода у нас платочной вязкой с узелковым краем. Так, тут у нас шарик, носик шарик. Но тоже, скорее всего, из одной петли сколько-то вывязано. Прибавки, потом убавки. И шапка. Шапка вот тут набрана. Мне кажется, связан просто прямоугольник вверх. И вот здесь закрыто методом 3 спиц. И шишечки по бокам прилеплены. В общем, я вам рассказала весь паттерн. Мне кажется, вяжется так. За счет того, что здесь пряжа, скорее всего, ручного окрашивания, то смотрится очень красиво и красивое сочетание цветов, заметьте. Так, снова носочек для подарков. Итак, описание платное, но я опять же посмотрела заранее, да, уже, и я расскажу вам, как примерно это вяжется. Опять же, тут может быть носочек у вас любого размера. Мы с вами вяжем квадраты. Смотрите, сколько здесь квадратов. Вот здесь раз, со второй стороны 2. Вот это 3. 4, 5 с той стороны, это 6 пополам. 7 пополам, да, он идет с 2 сторон. 8 с той стороны 9, вот это 10. 11 с 2 сторон, 12, 13, 14. 14 квадратов вяжете любым узором. Как сделать вот такое красивое соединение, я либо уже вам рассказала на канале, либо оно еще выйдет, это видео, как соединять бабушкины квадраты. Все. Соединили, что у нас здесь, и вот сделали сверху обвязку и петельку. Проще некуда. Хотите, мы с вами вместе свяжем такой носок. Да, хотите вместе свяжем такой носок, какой-нибудь красивый бабушкин квадрат в серединку придумаем и свяжем. Да? Пишите в комментариях, если хотите такой урок. Так, дальше звездочки. Звездочки тоже платное, элементарное, просто элементарное вязание, по идее. Значит, что у нас здесь, смотрите. Во-первых, это, конечно, можно связать из опять какой-то же пряжи, да, вот тут у нас пряжа с люрексом. И это как и декор можно использовать, как елочные украшения, как гирлянда. Вариантов, что придумаете. Хотите, сережки можете сделать, если у вас будет тонкая пряжа, почему нет. У нас набирается вот здесь просто либо петля амигуруми, либо просто воздушная цепочка, которая замыкается. И вяжутся столбики. Я сейчас вам найду, здесь было, что близко показать. Да, вот на вот этих вот фотографиях даже можно просчитать. Пошло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тут можно даже просчитать петли. Это вот вяжется раз. Столбики. Вяжутся столбики. Столбик 1 накид, столбик 2 накида. Тут воздушные петли штуки 3. Опять 2 накида, 1 столбик. Столбик 1 накид, 2 накида. Все, и следующий ряд у вас пошел столбик, 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 столбик. А тут, скорее всего, с одним накидом. Вот тут с 2 накидами. 1, 2, 3. Да, 1 столбик. То есть тут можно просто просчитать. Опять же, можно вязать в секционке. Смотрите, как здорово. Можно вязать в какой-то блестящей пряже. И все это потом куда-нибудь еще дополнительно прицепить. На елку, конечно же. Можно на себя. Так, следующий вот такой шар. Вяжется он крючком. И у меня ощущение, что связано это из рафии. Очень похоже. И, к сожалению, здесь я не могу понять, как делаются прибавки-убавки. Вот этот вот узор, когда идет волна, где-то сначала столбики, потом столбики с накидом, с 2 накидами и опять меньше, да просто столбиков. Но он у нас, видите, придуман в вариант шара. Очень интересно. Тут, конечно, надо посидеть, покумекать. Ну-ка, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Раз, два, три, четыре. Тут, скорее всего, идет прибавление за счет вот этих секций. И если тут у нас внутри секции вот раз, два, три, четыре, пять, шесть столбиков каких-то, то здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Вот тут вот вывезено, скорее всего, 2 из одного места за счет этого прибавки. Тут надо посидеть, покумекать. Дальше идем. Я думаю, вы должны были видеть уже этот рюкзак. Он просто великолепен. Этот олень, он смотрит прямо в самое сердце. Так, это у нас описание платное. И что я вам хочу сказать. Если нажать вот сюда, паттерн веб-сайт, то вы попадаете на YouTube. И это список видео по вязанию этого олененка. Пользуйтесь. Дальше, великолепные котики. Ну как же котики и Новый год, это же просто синонимы. Так, 3 котика. Это у нас вязание крючком и описание платное. Давайте посмотрим, что у нас будет с веб-сайтом. Ага, веб-сайт у нас Etsy, мы туда не попадем. Но, значит, вдохновляемся. Вдохновляемся прекрасными котиками. Я думаю, тут, конечно, конструкция, наверное, простая. Хотя, смотрите, вот, допустим, котик-снеговичок. Тут что-то, да, вот набрали по кругу, да, тут немножко уменьшили, тут увеличили. Вопрос только с ушками, вяжутся ли они отдельно или вместе. А вот здесь уже с лапками это другое. Для меня вот все лапки, ушки, это, мне кажется, так сложно придумать и связать. Но смотрится здорово, смотрится тут в гирлянде просто великолепно. Вы еще не устали, продолжаем. Так, шары елочные, связаны спицами, жаккардовые. Тут у нас все платно. Значит, что хочу сказать по поводу шаров. Шары штука интересная. Схема прибавок и убавок шаров можно найти в интернете. Их куча разных вариантов. И уже вот в эти схемы можно вписывать что-то свое. Вы можете придумывать и вязать. Вот, поэтому тут можно пробежать, вдохновиться, что вот у нас домики, олени. Тут у нас деревья, елки, да, елки, домик, олень, опять же. Так, мухоморы прекрасные, тут снежинки, улитки. Опять же, сюда же, наверное, да, не помню, кто издатель, выходила книга от Арне и Карлоса с шарами, спицами, куча была схем, так что если вот так придумать невозможно, да, то есть прям книжка с новогодними шарами, которую можно купить и навязать к Новому году просто целую корзину. Дальше у нас в кадре появляется суровый какой-то шотландский мужчина с пледом. Мозаичный плед, платный, но и тут, конечно, плед просто великолепный, если есть у вас возможность купить и желание связать такой плед. Смотрите, какая красота. Во-первых, конечно, новогодние оттенки, плюс пряжа секционная с переходами в зеленом цвете, плюс бежевый, елки, ромбы, елки в разных вариантах. Очень красиво, очень лаконично и красиво. Идем дальше. Дальше у нас снова гномы. Эти гномы просто прекрасные. Посмотрите, они у нас связаны с спицами, и здесь используются косы, узоры с косами, причем они так красиво выглядят вот в этом варианте, они просто великолепные какие-то. Тут, конечно, играет свою роль еще пряжа. Если это будет что-то такое, знаете, мериносовое, гладенькое, немножко с блеском, будет смотреться просто шикарно. В общем, свяжется, скорее всего, конечно же, снизу, хотя нет. Хотя вот этот точно вяжется сверху вниз. Да, этот тоже вяжется сверху вниз. Это, получается, идет набор, скорее всего, несколько петель, после чего идут прибавления, и у нас вот такая каплевидная форма получается. Да. И в нескольких местах вяжутся косы, после чего это все, скорее всего, довольно резко убавляется. Отдельно вяжутся ручки. Отдельно, наверное, вяжется шапка. Да, я думаю, отдельно. Причем шапка уже вяжется вот отсюда. Набор, и пошли вот так косы. Косы можно придумать разные, абсолютно. Пожалуйста, вот вам из секционки с разными оттенками. Да? Борода у него просто прекрасная. Даже надо было так придумать.
Вдохновляемся, девочки. В общем, гномы прям, они, я не знаю, какое-то волшебство есть в них. Так, еще гномы. Опять спицами. И тут что мне понравилось? Платное описание, да. Что мне понравилось? Вариант шапочки. Смотрите, это связано изнаночной гладью. И на глади вот эти вот, не знаю, они как ростки какие-то кверху тянущиеся. Вот что-то такое очень интересно смотрится. То есть здесь у нас просто лицевая гладь. Сами гномы, вот как листочек, да, то есть борода это в принципе форма листа. Если найти схему какого-то узора, где есть листочек, то вот все это можно придумать. Вот. Очень клевые, клевые. И листочек сверху на шапочке. Так, что у нас здесь? Шары. А вот, кстати, да, Арне Карлос шары. Здесь они их, конечно же, они продают как описание, но повторюсь, что у них вышла книга на русском языке со всеми этими шарами, и можно купить и приспокойненько сидеть, вязать. До Нового года, я думаю, можно успеть однозначно. Очень здорово. Дальше идем. Так. Носочки, опять же, у нас рождественские носочки для подарков. Описание платное. Давайте просто пройдемся и вдохновимся. Здесь уже у нас носки, я бы сказала, почти в классическом виде. Тут что-то похожее на пятку бумеранг, скорее всего. Такие довольно широкие. Пожалуйста, вот вам жаккард. Жаккарды, опять же, да, не очень сложные. Чашка кофе, машинка с клеткой. Тут просто у нас точечки с пингвинами, мышки, сердечки. Варежки, поезд, снеговики, снежинки. Вот. Жаккард простой, можно его даже по картинке срисовать, по петлям и связать свои носки. Так, вот эта штука мне очень понравилась. Украшение такое. В принципе, можно как гирлянду какую-то придумать. Здесь оно вот с бахромой. Теоретически это можно сделать какое-то панно. Помните, у меня был, по-моему, мастер-класс на этом канале. Кажется, на этом панно, то есть можно взять какую-нибудь, можно красивую деревяшку или что-то, какую-то трубочку, которую обмотать, как-то декорировать, и на нее уже навесить, вот, допустим, подобные шары. То есть здесь можно придумать, можно попытаться по картинке повязать, можно сделать, найти круговые схемы, круговые мотивы, связать каждый ряд своим цветом, сделать 2, набить внутри синтепоном, обвязать, делая небольшие пико. Вот здесь, смотрите, по краю идут пико, то есть обвязка плюс пико. И вариант можно сделать как игрушку новогоднюю, можно сделать как какое-то панно, можно сделать как гирлянду. Так, что у нас пошло здесь? Здесь у нас с вами... Итак, у нас снова с вами плед, и снова у нас мозаичная техника крючком. Все красиво, прекрасно. Смотрим, вдохновляемся. Как будто снежинки, это что-то такое, не знаю, домики, елочки с чем-то, со свечками. Кстати, это свеча, очень похожа на свечу. Вот, красивые просто шары, как здорово сделано. Так, что у нас тут? Тут у нас человечки, елочки, шары, опять же, свечки. Можно делать как плед, кто-то делает, видите, как накидка такая. Вот опять же на стол украшения в контрастных цветах, елки, шары, свеча, человечки с сердечками, подарочки. Красиво. Идем дальше. Идем дальше. У нас с вами снежинка. Снежинка, связанная крючком, рельефная, красивая. И у нас есть... Вроде бы как бесплатное описание. Давайте посмотрим. Ирина Малеева, дизайн. Прекрасно. На английском языке, правда. Но у нас с вами есть схема. Я думаю, что тот, кто знает схему, тот справится. И еще у нас есть видео. Прекрасно. Думаю, у вас все получится. Очень красивая снежинка. Так, 2 варианта. Смотрите, таких немножко дурацких каких-то существ. Я не знаю, кто это, но они смешные. Вариант подарочных мешочков. Не сделать носок, а сделать вот такого чудика. Просто бы, наверное, да, вязали. Давайте картинку откроем, посмотрим. Просто, скорее всего, набирается вот здесь снизу по кругу до нужной ширины.
круг, вернее, до нужного диаметра, потом вяжем по кругу, чуть-чуть делая прибавки. Так, вот здесь петли закрыли, вот тут вяжем, делая убавки по краям, и тут сшили. Все, приделали бахрому, это плюшевая пряжа, все, приделали сверху петельку, чтобы повесить, пожалуйста. Смешная штука, но почему бы нет? Какой-то инопланетянин. Так, есть, да, кстати, паттерн, я вам не сказала, паттерн у нас бесплатный паттерн крючком и спицами, да. Идем дальше. Дальше снова гномы, снова прекрасные гномы. Что у нас тут? Снова платное описание, но давайте смотреть. Все просто. Во-первых, нам нужен, конечно же, меховой помпон. Во-вторых, мы с вами берем пряжу однотонную, набираем вот здесь по краю, вяжем вверх, 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 делаем убавки. Причем, смотрите, убавки здесь как бы как цветочком. То есть вот здесь убавки по краям, как у носка. Только убавки будут ряда через 4, наверное, чтобы получилась острая макушечка. А вот здесь с одной стороны убавка делается. Все, сделали петельку по краю вот здесь. И, пожалуйста, вам гном. Продолжаем. У нас с вами звезды. Это платное описание, связано с спицами, но давайте посмотрим примерно, что это и как. Скорее всего, вяжется вот отсюда. Возможно, здесь открытый наборный край. Вяжется в центр с одновременными убавками по 3 петли вместе, чтобы посерединке центральная была. И 2 таких части потом набивается. Вряд ли тут сшивается. Скорее всего, на открытые петли сначала в одну сторону вяжется, потом в другую не до конца набивается, и последние петли собираются вот так. Смотрится красиво за счет какой-то немножко блестящей пряжи. Можно опять же вязать с люрексом, с пайетками, пожалуйста. И секционка здесь липа, вручную окрашенная пряжа. Идем дальше. Плед с елочными шарами. Связано крючком. Так, описание платное. Что у нас здесь есть? У нас есть шары. Значит, связаны шары по кругу и потом обвязаны до квадратов. Что-то здесь можно связать по картинке вполне. Варианты, да. И затем все это собирается в плед. У нас есть просто квадраты белые и квадраты с елочными шарами. Собираем из них елку. Аналогично мы с вами смотрели плед, где из просто зеленых квадратов собирали елку. В общем, пледы похожи в этом плане. Тут можно варианты делать. Можно сделать квадраты со снежинками в середине, из снежинок собрать плед, пожалуйста, собрать елочку. Так, вот такие носки. Но тут что хочу вам рассказать. Носок обычный, просто он вяжется длинный, с пяткой бумеранг, скорее всего. И здесь можно использовать кучу остатков. Куча остатков носочной пряжи, просто какой-то однотонной пряжи с простыми жаккардами. Вот, можно посмотреть, жаккарды тут и правда несложные. Да. Носок, правда, очень длинный. Интересно, что туда положат на Новый год. Так, дальше у нас вот такие елки. Описание вообще снято с продажи. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Значит, связано спицами. Судя по убавкам, связано снизу вверх. Либо набрали несколько петель, чтобы связать круг. Отсекли это все изнаночным рядом. Вот это вот рубчик по краю. Потом пошли убавки до какого-то момента. Тут, кстати, хорошо видно. Убавки до какого-то момента, опять изнаночный ряд. Потом чуть-чуть прибавили вот до этого места, изнаночный ряд. Опять убавки, изнаночный ряд. Прибавили чуть-чуть, убавили уже совсем до конца. Сколько здесь секций, нужно подумать. Мне кажется, может быть 10 или 12. И вот тут вот как будто мелькает внутри проволока. У меня есть ощущение, что вот на как раз этот уголочек сделали они проволоку. Ну и потом набиты, соответственно. И снизу вот тут еще можно сделать основание елочки. Дальше снежинка. Снежинка. Так, описание у нас есть бесплатное. Давайте посмотрим. Ага, описание. Так, это блок на блогспоте. Если у вас открывается блогспот, и картинки там открываются, картинки, скорее всего, хранятся на... Это либо Google картинки, либо что-то... Да, видите, не все. Не все. В общем, если вам везет и вы видите картинки на этом сайте, то здорово.
Ну а если нет, то только остается нам вдохновиться. Снежинка с рельефными столбиками. И тут, конечно, чтобы такое связать по картинке, нужно хорошо подумать. Но такие снежинки смотрятся очень красиво, ажурно. Если вязать из прям тонкой пряжи, будет просто великолепно. Идем дальше. Что у нас? Еще снежинки. Ну, тут уже платные. Описание, кстати, смотрите, есть на английском и на русском. Юлия Харт. Юлия Харт. Давайте посмотрим дизайнера, страничку. Так, а есть у нее свой сайт. Ну-ка, откроем. Не найдено. Видимо, сайт уже не активный. Вот, смотрите, Юлия вяжет крючком и просто огромное количество салфеток, декора всякого, и вот как раз с рельефными столбиками. Очень-очень красиво. Так, идем дальше. Идем дальше. Снова шары. Шары крючком. Это от Дропса описание. Описание можно найти бесплатное. Оно, скорее всего, будет, конечно же, порядовое, а не схема. Давайте посмотрим. А нет, смотрите, вот у нас есть схема. Есть схема и есть словесное описание. Вот, шары. Здесь интересна просто конструкция. Смотрите, у нас как бы идет, начали вязать, вот сюда связали. Опять же, вот в серединке у нас сколько-то рядов, которые вяжутся просто без прибавок. Но, скорее всего, вторая часть тоже вяжется от серединки и вот до конца вот этого цветочного узора. И тоже, допустим, ряд просто без прибавок, столбиками без накида. А потом это все либо сшивается, либо соединяется, вот получается по центру шара, по диаметру прошивается, либо провязывается. Так, а здесь у нас что? У нас такой вот елочный орнамент, который, да, предлагается использовать, скорее всего, как елочное украшение. Давайте посмотрим. Очень интересно. Здесь пышные столбики. И есть ощущение, что вот эти вот линии, это как будто потом, после ниткой прошили, просто прошлись, чтобы сделать акцент какой-то. Такое ощущение, как будто бы это не может быть провязано. Если бы это был какой-то столбик вытянутый, было бы две нити впереди, а у нас одна. Значит, это получается просто потом иголка, это все так прошивалось. По краю вот здесь проволока проблескивает цвет белой пряжи для того, чтобы держал форму круг. Можно попробовать что-нибудь придумать такое интересное. Так, дальше у нас связаны спицами. Я бы сказала, какие-то на шишки похожи. У нас бесплатное описание. Да, прекрасно. Давайте посмотрим. Вот так. Да, на английском и чешском есть описание. Прекрасно. Так, тут у нас с вами опять же утилизация остатков, жаккард и вот такие небольшие, как будто какие-то елки-шишки. Так, что у нас дальше? Уже подходим к концу. Гирлянда. Гирлянда с бесплатным тоже описанием. Тут нравится просто, что небольшие какие-то, вот видите, крючком связанные элементы, которые можно придумать в гирлянды и украсить. Елки, описание платное, но давайте будем смотреть, что мы можем так связать вполне. Опять же, мы набираем какое-то основание, диаметр, и потом просто вяжем вверх с убавками через большое количество, чтобы у нас было вытянутое. Можно вязать просто лицевой гладью, можно вязать саранами, с узорами, с пряжа с пайетками, пожалуйста. Зеленые, белые, красные, хоть какие елки у вас будут в итоге. И последнее, это просто как элемент, который можно будет добавить хоть куда. Если что-то связать изнаночной гладью, пожалуйста, свяжите новогодний шарф, свяжите носки или, не знаю, какой-нибудь просто панно, квадрат из изнаночной, допустим, глади. И вот такие елки. Елки, которые вывязаны лицевыми скрещенными и ввязаны бусинки. Можно таким образом что-то разбавить и приукрасить. Вот такое сегодня получилось длинное новогоднее видео. Надеюсь, я вас вдохновила. Вы придумали, что вы свяжете на свой Новый год. Если это так, поделитесь в комментариях, поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями своими. Пусть они тоже вдохновятся и подготовятся к Новому году заранее. Мы с вами увидимся в новых уроках. Всем пока!